Человек есть повторение Вселенной, ибо человек есть маленький мирок, микрокосм. Рука – повторение человека, его деятельный микрокосм. История анализа ладони насчитывает уже около 5000 лет. На заре человечества на руку смотрели как на символ могущества. Истоки хиромантии исходят из оккультных знаний древности, таинственных египетских гаданий, пророчеств оракулу Эллады, зашифрованных китайских писем, мастерства еврейской каббалы и ворожбы по раскрытой ладони, исповедуемой цыганским племенем. Хиромантией интересовались многие видные государственные деятели и писатели. Некоторые из них имели личного хироманта. Священнослужитель воздевает руки вверх с молитвой к небесам, а полководец поднимает свою армию, бросая жестом вызов врагу. Рука может направлять разящий меч, а может нежно ласкать и дарить утешение. Для лиц, посвященных в оккультные науки, рука всегда была посредницей между материальным и тонким миром, между человеком и небесами, между человеком и адом. Как считают современные исследователи, ладонные линии и знаки являются произведением головного мозга. Это подтверждает даже тот факт, что через сутки после смерти человека знаки стираются, остаются лишь складки и морщины. Сегодня мы поговорим о сердцевине ладони, чаше запасов общей энергии для реализации талантов и способностей, о долине Марса. Долина Марса особенно важна для составления прогнозов по линии судьбы в возрастном периоде человека от 38 до 50 лет. В силу того, что долина Марса окружена с 4 сторон линиями, ее часто называют магическим квадратом. Считается, что чем шире площадь квадрата, тем более активную жизненную позицию занимает человек. Если долина Марса мягкая, то это знак того, что человек сильно подвержен влиянию окружающих, часто не совсем благому. Интересно, что у детей и у молодых людей долина Марса почти всегда мягкая, но со временем, по мере взросления, она становится жестче. Расположенная в центре ладони между двумя холмами Марса, верхним и нижним, границами служат ее линии сердца и головы. Долина Марса должна быть четкой и широкой. В идеальном варианте ее пограничные линии не заходят на нее. Средний Марс или долина Марса занимает всю середину руки. Это мир природы, общество, окружающий мир. Равнина Марса представляет сопротивление, символизируя активную борьбу. Обычно по ней проходят все основные линии ладони. Нормальная долина Марса характеризует необходимый запас общей энергии для реализации всех талантов и способностей, заложенных в человеке. Палая долина Марса – нехватка энергии для реализации талантов и способностей. Если долина Марса впалая, это означает ранний уход из дома. Если эта область равнина Марса, ложбинка, то человек будет испытывать нехватку общества. Но если равнина мясистая и при прикосновении ощущается как плотная подушечка, то это раскрывает взрывной характер владельца руки. Считается, что равнина Марса выражает энергетические уровни человека. Долина Марса в форме холма – большой запас энергии для реализации талантов и способностей. Левая ладонь подразумевает то, что заложено в человеке с рождения, то, что предопределено, а на правой судят о том, что он реализует данные возможности. Четко и хорошо определенная долина на левой руке указывает на умение хорошо играть в шахматы, выстраивать стратегические планы. Аналогичная ситуация на правой руке говорит об отваге и храбрости, но обдуманной, не безрассудной. Если отрезок соединения линии жизни и линии головы тянется до равнины Марса, то мы имеем дело с чересчур осторожным и сдержанным человеком. По сути, его подозрительность является защитной реакцией, укрывающей уязвимую душу. Если равнину Марса пересекает извивающаяся линия Меркурия, то это свидетельствует о низкой энергетике,
результатом которой является недомогание и увлечение едой. Для восстановления здоровья на всех уровнях требуется изменение образа жизни и мышления. Если линия Меркурия пересекает долину Марса прямым кутом, это знак долгой жизни. Линия Аполлона, начинающаяся на равнине Марса, обозначает долгую борьбу за успех. Влияние энергии Марса отражается в упорстве несгибаемости. Такой человек не упадает в отчаяние или гнев, познавая науку жизни. Если у вас хорошо развито воображение, вы можете увидеть среди сплетений тонких линий в центре руки силуэт некоторых букв. Чаще всего линии образовывают буквы А, Б, С, Д, Э, Ф, Г, О. Древние хироманты каждой букве придавали особое истолкование. Буква А выявляла низость, пренебрежение и гнев. Буква Б – богатство, высокий пост. С – способности к математике, изобретательность, даже гениальность, но также опасность погибнуть от меча или огня. Буква Д указывает на человека, на совести у которого преступление, убийство родного существа, без всяких угрызений совести. Буква И – неспокойную вульгарную натуру. Буква Ф – глупого и лживого человека. Г – насмешливый преступный характер. Указывает на человека, который охотно присоединяется к мошенникам и колдунам. О – сладострастие, содомский грех и богохульство. Теперь поговорим о знаках на этой части ладони. Например, равнина Марса с полосами и крестом посредине усугубляет негативные марсианские черты, обозначая гнев и дрочливость. Крест на равнине Марса – опасный характер, человек-спорщик и способный на все. Он вспыльчивый и конфликтный. Крест в долине Марса в середине ладони под Сатурном символизирует любовь к оккультизму и магии. Остров на долине Марса – это период временного спада энергии, стресса, препятствия в борьбе за жизненные цели. Решетка говорит о конфликтном характере, вспыльчивости, агрессии, избытку агрессивной энергии, склонности к борьбе. Звезда в долине Марса говорит о бурном темпераменте, способности к риску. Она символизирует военную славу. Треугольник на долине Марса, хорошо сформированный, является признаком огромного богатства и процветания. Квадрат в долине Марса между двумя линиями – очень редкий знак. Крупный квадрат в долине Марса – это знак очень сильного ангела-хранителя, щит руки. Он защищает в экстремальных опасных ситуациях, в которых можно отделаться легким испугом. Он оберегает от финансовых потерь или бытовых несчастных случаев. Разламы сторон этого знака несут строгое предупреждение. Ангел-хранитель сильный, но не нужно излишне рисковать и самому лезть в опасные ситуации. Редким знаком также есть рыба. Это символ благоприятный. Это божественное благословение и процветание. Зубец в долине Марса – это защита высших сил. Это успех через борьбу. Человек способен преодолевать трудности. Это успех в карьере. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь видео, пишите комментарии, чтобы вместе сделать канал еще лучше.